Всем большой и пламенный привет! Долгожданная посылка с Shein ко мне пришла. Там внутри пляжное настроение. Будем заряжаться им вместе и открывать вместе. Мне нравится Shein тем, что там можно найти интересные модели с классным кроем, качеством ткани, при этом по демократичной цене. И доставка часто бывает бесплатной. И при этом все аккуратно упаковано, практически не мятое. Плессированная короткая юбка в клетку, стопроцентный хлопок, по ощущениям и расцветке напомнила мне юбку, которая у меня была в детстве. Я очень ее любила. Очень приятное настроение создает юбочка в клетку, такую тоненькую, классическую. Сделаны даже защипы. Очень аккуратно все прошито. И по поясу строчка. Как положено по крою, по всем технологиям, внутри есть крючок. Сама молния. Здесь металлическая штучка. Молния пластиковая, но очень классно сделана. Все вшито, аккуратно. Пояс. Он двойной, плотный. За счет таких деталей плотного пояса, защипов. Все качественно сделано, формируется хорошая посадка вещи. Жаль, нет подклада. Тем не менее, ткань не просвечивает. Здесь, знаете, как бьют? Здесь 4 лампы бьют. И меня не видно. Не просвечивает. Отлично. Я вижу, что не будет просвечивать. Вы же не видите мою руку. Вот, я держу ее близко. Хорошая плотная ткань, хлопок. Да, он будет мяться, но это хлопок, в нем будет классно, легко, не жарко, особенно летом. Но, может быть, даже и хорошо, что нет подклада, будет лучше вентиляция. Ох, конечно, крой этой юбки возвращает меня в ощущение детства. Очень приятное настроение создается, мне не терпится ее уже примерить. Скажите, какие у вас вызывают ассоциации эта юбка? Ну, может быть, действительно, как у меня, теннисистки. Как же классно села юбка. Это размер XS. Я посмотрела по параметрам, она мне идеально подошла. И действительно села отлично. Действительно такая спортивная, легкая. Да, ее ветерком будет раздувать, поднимать. Но имейте это в виду. Это же так игриво, я бы сказала. Мне очень нравится по ощущениям. Тактильная юбочка. Держит форму. Создается силуэт. Здесь очень приятно на поясе. Ничего не жмет. Единственное, конечно, она будет мяться. Но за счет того, что даже если у вас вот эти складки распрямятся, здесь все продумано. Видите эти защипы? Вот он, этот защип идет автоматически, вы можете его проутюжить. Классная идея. Я думаю, что очень даже. В коробке сандали на плоском ходу с широким небольшим каблучком. У меня наподобие таких были в детстве. Они мне очень тоже нравились. Нос закрыт. Плетение, плюс поддержка голенища. Подошва фактурная, на ощупь как будто бы каучуково-силиконовая, амортизирующая. Такая прям на ощупь. Отлично будет гасить и снимать волну удара. Вот на нее даже можно надавить и заметить, как происходит мягкая амортизация. Не излишне мягкая, но при этом, чтобы стереться быстро. Но при этом достаточная, чтобы гасить волну удара. А это очень важно, потому что именно обувь на плоском ходу может пяточке приносить дискомфорт. И потом какие-нибудь натоптыши, больное наступание. А нам это зачем, когда здесь все продумано? Эко-кожа мягкая, эластичная, и это исключает натирание.
Внутренняя подошва не скользит. И в носке я посмотрю, стоит ли сюда добавлять стелечку силиконовую с супинатором. Застежка здесь крайне удобная на крючке. И не будете тратить долго времени, чтобы это все там туда-сюда закреплять. Раз, закрепила, хоп, и готово. И более того, здесь можно регулировать как посадку на щиколотке, так и давление на нее. Пахнут сандалии как обувь, которую вы купили в качественном обувном магазине. На размер ноги 37,5 я взяла сандалии 38 размера. И сели они по ноге комфортно. Сандалии для хорошего настроения и удобной прогулки. Плюс люблю обувь летом, где не нужно переживать, что пальчики запылятся, это будет выглядеть неэстетично, что нога вспотеет и будет выскользать, а потом натирать. Я люблю комфортно топать и не думать об обуви. Удобно наслаждаться прогулкой. Очень нравится, как продумана подошва здесь, с заботой о комфорте, чтобы пяточки не отбить. Увидела и влюбилась в эти джинсы. С первого взгляда видишь, какие они качественные, плотные, идеальный цвет оттенка джинсы. Ткань, смесь хлопка 85%, высокая посадка, свободный прямой крой, а еще здесь свободные, широкие, глубокие карманы. Кстати, металлическая молния. Демонстрирую вам ее. Металлическая молния. А еще задние карманы идеального размера. Держу их и ощущаю, какие джинсы балдежные. Внизу они подкатаны, и я так приложила к себе и понимаю, что девушкам на 1,70 м по росту они будут отлично. Джинсы. Вау! Как они комфортно сели, как в них удобно, ничего нигде не тянет. Посадка отличная. Наверное, еще поясочек мне сюда нужен будет. Но пока вам без пояса показываю. Сели классно, ничего не жмет. Такие, знаете, сразу хочется танцевать. Настолько они комфортны, мне нравится, что ничего не топорщится. Все аккуратно. Задние кармашки. Вот эти большие карманы. Если ладошки замерзнут, согревать. Но они действительно плотные. Очень кайфово смотрятся. Как вам? С сандаликами. Мне кажется, такой простой образ получается. При этом легкий, стильный. Мне очень нравится, как сидят джинсы, держат форму. Знаете, свободный стиль. Да. Casual. У меня не было еще таких свободных джинс. Но они мне очень понравились. Выглядит прикольно. Как вам? Как цвет? Кстати, эта модель есть на сайте в 4 оттенках. Темно-синий, черный, белый даже и вот такой голубой. Смело могу эти джинсы рекомендовать. Качественные, классно сидят, плотные. И, наверное, именно в этом оттенке они самым выигрышным образом смотрятся. Пройдите по ссылке, посмотрите на них. Какой вам цвет больше понравился? Я выбрала светлый. На лето, мне кажется, здорово. Ну, как на лето. На прохладную весну и на бабье лето. А там как пойдет. Но я надеюсь, что летом джинсы не пригодятся. Ну, если только вечером. Как вам посадка? Что скажете?
слитный купальник. Какой же он элегантный и женственный. У него есть сборки по бокам для того, чтобы подчеркнуть талию. За такие деньги, чуть больше 800 рублей, я не ожидала такого качества. Такого качества проработки деталей, такого качества материала, кроя, плотный хороший подклад. Внутри чашечки, обратите внимание, как они фиксируются на резинке. Здесь идет поверху силиконовая вставка для качественного плотного прилегания. Обратите внимание, крепежи металлические. Для того, чтобы визуально придать объема. Но вы только представьте, какие тонкие детали здесь проработаны и продуманы для того, чтобы купальник сел хорошо по фигуре и подчеркнул ее красоту. Тот, кто создавал этот купальник, был явно влюблен в женскую фигуру. С такой тонкостью, учитывая все детали, это просто балдеж. А оттенок купальника подойдет любому тону кожи. Цвет пыльной розы с какао в холодном тоне. И для светлокожих, и для загорелых. Идеальный тон, рисующий линии фигуры. Но вы только посмотрите, просто идеально сел. Комфортен по туловищу, нигде ничего не жмет, ни по высоте, ни по бокам. Это так эстетично, мне это очень нравится. При этом так скромненько, но, вы знаете, со вкусом. Это выглядит со вкусом, очень элегантно, женственно. Нигде ничего, никакой вульгарности. На мой взгляд, как вы считаете? Села очень нежно. И сам этот оттенок, как я вам и говорила, светлокожим, шикарно, загорелым, восхитительно. И как подчеркивается талия. Просто бомбически. Я в восторге от купальника. По ощущениям он тактильно здоровский. Сидит в чашечках. Здесь все держится. Здесь, как я вам говорила, прилегает плотно, даже если вы будете наклоняться. Супер. Выбрала слитный купальник, потому что не хочу загорать телом. Мне хочется просто в удовольствие у реки или у моря полежать, отдохнуть, насладиться шумом прибоя. Мне даже не хочется снимать этот купальник, потому что он настолько эстетичный, настолько в нем чувствуешь себя как-то очень элегантно, что ли, нежно, изящно, все прикрыто, как будто бы это боди. И даже, знаете, вот эта часть, она никаким образом не тянет. Все так продумано в деталях. Я в восторге от того, кто придумал эту модель. Я очень рада, что я увидела ее. Кстати, на сайте это новинка. И быстро, я так понимаю, все это разбирается. И я не помню, были ли эти размеры в размерной сетке, либо это единый размер. Но в любом случае ссылку на этот купальник я оставлю. Цвет, посадка, модель, детали. Идеально. А вот это дополнит пляжный образ, который привлечет внимание, восхитит эстетикой, нежностью, утонченностью, оригинальностью силуэта. И знаете, что я вам скажу? Это не просто баловство, это дополнительная защита от солнечных ожогов, так как ткань способна защищать от солнечных лучей типа В, дающих загар и ожог. Но ткань не способна защитить от лучей типа А, вызывающих рак кожи, поэтому SPF на пляже в солнечный день летом обязателен. SPF, UVA, UVB, PPD защита. Этого никто не отменял. Какое же это прозрачное, изящное кимоно. По ощущениям тактильно
Чувствуешь, какое оно качественное, очень приятно на ощупь. Комфортное, нежное, мягкое. Я уже предвкушаю, как оно будет струиться по телу. В комплекте есть пояс. Вы только посмотрите, какая эстетика в деталях. Все четко за счет вот таких плотных, продуманных швов, которых не видно, но они держат фактуру, держат форму, держат крой. Мы теперь сверху наденем кимоно и посмотрим, как это вместе будет смотреться. Ох, какое оно шикарное. Так. Длинная, как я и говорила, по щиколотку. Летящие рукава. Ну, сразу чувствуешь себя какой-то богиней. Ну, по крайней мере, особенной девушкой. Давайте повяжем пояс. Посмотрим, как это все будет смотреться. Силуэт. Очень хорошее прикрытие. Даже если у вас будет бикини, я думаю, что... здесь же есть специальные хлястики, но мы пока не будем тратить на это время. Спешим посмотреть, как это будет смотреться. Да, это, конечно, только ножку прикрыли, открыли, ножку открыли. Владычица морская. Сразу у меня такая ассоциация. Но мне это очень нравится. Какое такое. Ну, кимоно, да, это же естественно. Супер. Ты идешь такая по пляжу. Наслаждаешься. При этом у тебя все прикрыто. Солнышко тебя не жжет. Супер. Все такое мягкое, комфортное, девичье. Ну, просто создано для великолепного женского настроения. Когда девушка довольна, то и все вокруг довольны. Потому что от ее настроения многое зависит. Ну, посмотрите сзади. Очень легкая, невесомая практически. По рукавам не излишне длинная. Да, если бы оно было вот так, уже некомфортно. А вот так супер у вас и прикрываются пальчики. То есть вы здесь не загораете. Помните об этом? SPF, кстати, на руки, на уши. Помните, об ушках они у нас тоже есть. Если вы выбираете между пляжным кимоно либо пляжным платьем, выбирайте кимоно. Я вам расскажу. У меня есть пляжное платье подобного же кроя. Вы как-то видели у меня его уже. Тоже такое красивое, изящное. Но оно надевается сплошным. То есть здесь нет выреза. Оно не надевается как халат. И что происходит? То есть здесь вы видите, ножка открыта, я спокойно могу присесть, встать, все прекрасно. А в платье этого не происходит. То есть здесь все закрыто. Вы начинаете вставать, и вы наступаете на свой подол, потому что платье тоже длинное. Либо выбирайте платья коротенькие, до колена, чуть ниже колена, но не ниже, потому что вы будете падать. Со мной это случалось 2 раза я падала, потому что я наступала на подол, и автоматически куда тебе деваться? Ты падаешь, но благо это было дома. И 2-й раз это было, когда я снимала видео. Я чуть не расколотила все свои осветительные приборы и зацепилась за микрофон. Если бы оторвался этот шнур, то бы видео я не дозаписала. Но забавная была ситуация. Я смеялась, наверное, минут 3. Не могла никак остановиться, просто электрофорезным смехом. Но все закончилось прекрасно. Поэтому, если выбираете между длинным платьем и кимоно, выбирайте кимоно. Его можно и повязать, можно раскрыть, если вы любите. Если не любите, то закрыть. А я в восторге. Мне очень нравится. Как ваши ощущения? Носите ли вы пляжную одежду? Ну, помимо купальника, или, возможно, купальника достаточно.
Если какие-то вещи вам понравились, либо вы хотите их поподробнее разглядеть, посмотреть еще дополнительные отзывы, ссылки на все вещи будут в описании под этим видео. А если захотите сделать более выгодные покупки, то я вам оставлю еще и скидку на 15%. Она будет также в описании под видео. Приятных вам покупок, хорошего настроения и маленьких, но весомых радостей.